Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Очень скоро нас с вами ждет очередная встреча Нового года. Уже сейчас многие начинают продумывать новогоднее и рождественское меню, а для тех, кто еще не определился с выбором блюд, хочу предложить рецепт идеального новогоднего торта, который станет коронным блюдом на вашем праздничном столе. Будем готовить апельсиновый торт-суфле со сливочным сыром, по вкусу напоминающий нежное мороженое. Такой эффектный цитрусовый торт из мягкого бисквита и 3 слоями фруктово-ягодного суфле навсегда покорит ваше сердце. Для начала приготовим основу нашего торта – нежный масляный бисквит. Разделяем 2 яйца на белки и желтки. Температура яиц значения не имеет. Отправляем белки в чашу миксера. Добавляем щепотку соли и взбиваем сначала на малых оборотах, чтобы разбить структуру белка и сделать его более жидким, а затем, постепенно увеличивая скорость до максимальной, доводим массу до пышной пены. Как только белки взбились, постепенно всыпаем 100 граммов сахарной пудры и несколько минут взбиваем до полного растворения пудры и образования пышной глянцевой массы. Не выключая миксер, добавляем в чашу пол чайной ложки лимонного сока и по очереди 2 желтка. Тем временем смешиваем 100 граммов просеянной муки и пол чайной ложки разрыхлителя, а как я его готовлю, можно посмотреть, зайдя по ссылке в описании. В хорошо взбитую яично-сахарную массу вручную в 2-3 приема добавляем муку с разрыхлителем и аккуратно вымешиваем в одном направлении. Долго массу не смешивайте. Как только продукты объединились, значит готово. Всыпаем в тесто чайную ложку лимонной цедры и вливаем 40 граммов растопленного, но не горячего сливочного масла. Масло следует вводить в тесто осторожно, буквально по стеночке. Очень аккуратно все смешиваем. И тесто для масляного бисквита готово. Выпекать корж будем в форме из нержавеющей стали диаметром 20 см. Бортики формы я смазала сливочным маслом и присыпала мукой. Одно застелила силиконизированной бумагой для выпечки. Выкладываем тесто в форму. Слегка его разравниваем. И отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем бисквит 25 минут на режиме вверх плюс низ. Если у вас режим конвекция, убавьте температуру в духовке на 10 градусов. Готовый корж проверяем деревянной шпажкой. Она должна быть сухой и без остатков теста. Ароматный цитрусовый бисквит достаем из духовки и ставим на решетку, пусть немного остынет. А тем временем займемся приготовлением творожно-сливочного суфле. Но для начала надо замочить желатин. Наливаем в стакан 150 граммов сливок жирностью 20-22% и всыпаем 30 граммов желатина. Все хорошо перемешиваем и пока отставляем в сторону, пусть набухнет. 500 граммов творожного или сливочного сыра перекладываем в чашу миксера. Добавляем 50 граммов сахарной пудры, ванилин или ванильный сахар. Устанавливаем венчик и взбиваем до состояния пышной воздушной массы. Если у вас нет творожного или сливочного сыра, то его смело можно заменить на творог жирностью не менее 9%, который предварительно необходимо пробить погружным блендером или протереть через мелкое сито. А если вам интересно, как я готовлю такой сыр в домашних условиях, переходите по ссылке в описании. Как только масса хорошо взобьется, не выключая миксер, тонкой струйкой вливаем 250 граммов сливок жирностью 20-22% и продолжаем взбивать до легкого пышного состояния. В процессе взбивания вы заметите, как масса загустеет и на поверхности появится четкий рисунок. По сути, мы приготовили воздушный крем-чиз. Тем временем желатин отлично набух. Отправляем его на водяную баню или в микроволновку и импульсами по 20-30 секунд доводим до жидкого состояния, но ни в коем случае не кипятим. А пока желатин растворяется, вернемся к бисквиту. Он уже практически остыл и даже отошел от стенок формы. Проходим ножом вдоль бортика, переворачиваем форму, извлекаем бисквит и снимаем бумагу для выпечки.
Вот оно, ароматное цитрусовое солнышко. Отставим его в сторонку, пусть окончательно остынет. А тем временем желатин растопился и стал похож по консистенции на сгущенное молоко. Поскольку у нас торт с 3 видами начинки, то и сливочно-творожную массу делим поровну на 3 части. В одну из них добавляем 100 граммов апельсинового джема. Рецепт, а точнее целых 3 способа приготовления есть у меня на канале. Если интересно, ссылочку найдете в описании. В другую добавляем 100 граммов джема из черной смородины. У меня вместо джема свежая смородина, измельченная с сахаром. Если помните, летом мы с вами делали такую заготовку. Ссылку на нее также найдете в описании. В третью чашу выкладываем мякоть одного крупного апельсина, очищенного от пленок и порезанного на кусочки. Если апельсин пустил сок, выливаем его в желатин. Теперь все хорошо перемешиваем. Массу с апельсиновым джемом, с черной смородиной и с кусочками свежего сочного апельсина. Приступаем к сборке торта. Берем блюдо, на котором будем подавать торт, и устанавливаем кондитерское кольцо. На дно выкладываем полностью остывший бисквитный корж. Между ним и стенками кольца прокладываем ацетатную пленку и затягиваем кольцо до диаметра 20 см. Если у вас нет такой пленки, возьмите новый файл для бумаг. В сливочную массу с кусочками свежего апельсина вливаем 1/3 часть распущенного желатина. Хорошо перемешиваем. И пока желатин не застыл, выкладываем эту массу поверх бисквитного коржа. Хорошо разравниваем. И отправляем в холодильник для застывания на полчаса. А пока торт в холодильнике, поставьте желатин обратно на паровую баню. Как только первый слой схватится, наливаем в сливочно-смородиновую массу еще 1/3 часть растопленного желатина. Перемешиваем. Выливаем вторым слоем и разравниваем. А затем снова убираем торт в холодильник. Остается последний слой. Выливаем оставшийся желатин в 1/3 чашу. Хорошо смешиваем. И равномерно распределяем по поверхности торта. Возвращаем торт в холодильник до полного застывания и стабилизации, но не меньше, чем на 4-6 часов. У меня торт простоял в холодильнике всю ночь. Снимаем с него кондитерское кольцо, ацетатную пленку и украшаем на свое усмотрение. Мне захотелось украсить его вот таким образом. По краю торта тонкими ломтиками свежего апельсина, разрезанного на четвертинки. Поскольку в составе торта есть смородиновый слой, то меж апельсиновых долек раскладываем ягоды замороженной черной смородины. В центр выкладываем 3 звездочки бадьяна. Они всегда прекрасно украшают десерты. На белый слой, как на снег, хаотично выкладываем серебристые сахарные бусины. По внешнему краю апельсины присыпаем измельченными фисташками, а по внутреннему – кокосовой стружкой, имитируя снежок. Добавляем буквально 3 маленьких веточки свежей мяты и совсем чуть-чуть присыпаем середину сахарной пудрой. Вот и все, друзья. Наш зимний апельсиновый торт со сливочным сыром готов к подаче на стол. Поверьте, этот праздничный цитрусовый десерт никого не оставит равнодушным. Вкус у этого замечательного торта очень нежный, в меру сладкий, с приятными кислыми нотками апельсина и смородины, очень схожими с фруктово-сливочным мороженым. Такое эффектное угощение не останется незамеченным и послужит прекрасным завершением
предвкушением праздничного застолья. Готовьте на радость себе и своим близким. Желаю вам вкусных и веселых праздников. Друзья, если вам понравился этот торт, ставьте пальчик вверх. Спасибо за лайки, репосты и ваши комментарии. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал «Коллекция рецептов», непременно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. У меня на канале есть плейлисты, торты и десерты. Посмотрите, может вам пригодится. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых интересных рецептов.